Тигр заплакал и отдал своего детеныша мужчине, а затем произошло нечто удивительное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Майкл жил один в маленьком глиняном домике рядом с парком, посреди дикой природы. Работа рейнджера тяжела, но именно она помогала Майклу глубоко привязываться к каждому живому существу. В своем домике он готовил, ухаживал за садом и записывал ежедневные наблюдения. Майкл был не только рейнджером, но и отцом для животных, которых когда-то спас. Одним мирным утром Майкл проснулся рано, как обычно, чтобы подготовиться к началу нового дня. На маленькой кухне он готовил завтрак из яиц и лепешек, когда вдруг около двери раздался странный звук — тихое рычание, похожее на жалобный зов. Майкл обернулся, и его сердце забилось быстрее. На крыльце стояла тигрица. В пасти она держала потерявшего сознание тигренка. В ее глазах читалась мольба, когда она смотрела на Майкла. Сделав несколько шагов к двери, он почувствовал, как взгляд и тяжелое дыхание хищника тронули его до глубины души. Животное положило детеныша на землю и отошло назад, словно умоляя человека о помощи. В тот момент Майкл понял. Материнский инстинкт и доверие способны соединить человека и дикое животное. Он осторожно опустился на колени. Его дрожащие руки прикоснулись к неподвижному телу тигренка. Он проверил сердцебиение, приложив ухо к груди. Тигрица осталась поблизости, не убегая и не нападая, лишь наблюдая за каждым его движением. Майкл подобрал тигренка, прижал к груди и вошел в дом. Он тихо говорил с тигрицей, словно успокаивая ее, обещая сделать все возможное, чтобы спасти маленькую жизнь. Мать не ушла. Она села у дверей и неотрывно смотрела внутрь. Майкл уложил детеныша на стол, подложив под него чистое полотенце. С верхней полки он достал аптечку, в которой были лекарства, иглы и бинты. Воздух на кухне стал тягостно тихим. Лишь тяжелое дыхание тигрицы снаружи нарушало эту тишину. Он продезинфицировал небольшую рану на лапке тигренка и сделал укол, вводя лекарство для реанимации. Дыхание малыша стало чуть более ровным. Майкл взял теплое полотенце, вытер грязь с его шерсти и положил ткань на лоб, чтобы поддерживать температуру. Его руки не покидали тело малыша, отслеживая каждый вдох и каждый удар сердца. Майкл шепнул: «Давай, малыш, не сдавайся, твоя мама ждет». Он приготовил тоник и капнул несколько капель в рот тигренку. Минуты тянулись мучительно медленно. Прошло почти полчаса. Майкл оставался спокойным и настойчивым. Он приготовил сгущенное молоко, налил его в бутылочку и мягким шприцем пытался накормить малыша. Наконец тигренок глубоко вдохнул. Его уши слегка дрогнули. Майкл улыбнулся. Опасность миновала. Жизнь была спасена в самый последний момент. Тигрица подошла ближе, понюхала сына и с любовью лизнула ему голову. В тот миг 3 жизни молчали вместе, словно семья. Выпив еще немного молока, тигренок зашевелился и издал слабый писк. Майкл погладил его по голове и увидел, как он медленно открывает глаза. Мать наклонилась и нежно лизнула мордочку ребенка, а тот жалобно пискнул и прижался к ней. Майкл открыл заднюю дверь, позволяя матери и детенышу выйти в сад. Он постелил на траву тонкое одеяло, чтобы тигренок мог отдохнуть в мягком утреннем солнце. Малыш сделал несколько шагов, но упал, слишком утомленный. Тигрица посмотрела на него сверху вниз, а Майкл тихо рассмеялся и погладил его по спине, словно домашнего котенка. Они провели все утро в саду. Тигренок становился смелее, пытался прыгнуть на колени Майкла, трогательно терся мордочкой о его руки.
Этот момент мира и доверия стал для мужчины самой большой наградой. Тигрица обошла сад, убедилась, что все спокойно, и легла отдыхать. Майкл поставил рядом с тигренком миску молока. Он вылизал ее дочиста и уснул на лапах матери. Мужчина сделал несколько фотографий не для показухи, а лишь для памяти. В мягком солнечном свете их тени легли на землю, словно живая картина. Днем Майкл принес мясо и фрукты для тигрицы и ее детеныша. Он сел рядом, ласково гладя их, будто прощаясь. Тигрица ела медленно, малыш то ел, то прижимался к ее лапам. После еды тигрица встала и посмотрела на Майкла. Потом повернула голову к джунглям. Тигренок тоже поднялся, оглянулся в последний раз и побежал за матерью. Майкл смотрел, как их фигуры растворяются в зеленой стене леса. Он не остановил их, только улыбнулся. Он знал, природа должна быть свободной. Любовь не нужно удерживать, ее нужно беречь и отпускать. Вернувшись в дом, Майкл прибрался на кухне. На сердце стало легко. Это утро стало еще одним воспоминанием, которое он будет хранить всю жизнь. Через неделю Майкл отправился в свой обычный патруль вдоль главной дороги парка. Было раннее утро. Сквозь верхушки деревьев пробивался свет, ложась тенями на сухую землю. Он поднял бинокль и наблюдал за стадом оленей, пасущихся у ручья. Вдруг его машина остановилась. Прямо на дорогу вышла тигрица. Майкл сразу узнал ее, ту самую мать. Этот взгляд невозможно было забыть. Рядом шагал тигренок, здоровый, смелый и уверенный. Они не проявляли страха. Стояли и смотрели, словно хотели что-то сказать. Майкл заглушил двигатель, открыл дверь и медленно вышел. Он позвал их, хотя знал, что никогда не давал имен. Малыш сделал несколько шагов вперед, и разрыв между диким зверем и человеком снова исчез. Майкл опустился на колени и протянул руки, приветствуя особых гостей. Тигренок потерся головой, а его ладонь — как давний друг. Тигрица подошла ближе, ее взгляд был уже не настороженным, а мягким. Майкл погладил голову тигренка, улыбаясь. Тигрица сделала шаг вперед и позволила коснуться своей шеи. Это был миг воссоединения трех душ, которым не нужен был язык, чтобы понять друг друга. «Спасибо, что доверились мне и вернулись», — прошептал Майкл. Тигренок сел у его ног и поднял голову, словно избалованный котенок. В тот день для Майкла не существовало большего счастья, чем быть принятым и пользоваться доверием природы. Каждое утро после этого Майкл все еще надеялся увидеть тигрицу и ее малыша снова, но они больше не появлялись. И все же он хранил это воспоминание как священный дар. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.